Здравствуйте, друзья! И еще, у меня есть одно объявление для тех, кто не хочет потерять из виду этот канал в случае закрытия Ютуба. Периодически время от времени ходят слухи, что Роспотребнадзор подумывает о том, чтобы закрыть Ютуб для россиян, и вроде даже будут наказывать за использование VPN. Хорошо, если это только слухи. И чтобы не потерять этот канал и в дальнейшем продолжать слушать мистические истории в моей озвучке, подписывайтесь на мои каналы на Рутубе и Яндекс.Дзене, ссылки на которые я оставлю в комментарии под этим видео. Эти платформы точно не закроют для россиян, потому что они русские. Приятного вам прослушивания. Не буди спящего. Автор Станислав Бергер. Не буди его резко, ни в коем случае не буди. Душа не успевает вернуться. Эту фразу я часто слышал от своей бабушки, когда сидел с младшим братом. Суеверная седая старушка с мутными, как ножки грибов, глазами часто вспоминала историю, от которой у меня до сих пор мурашки леденят по коже. Давным-давно в соседском доме случился пожар. Прямо посреди ночи загорелась кухня. Пламя перешло на прихожую, семья, почуяв запах дыма, вскочила и спешно кинулась к спасательному выходу. Только младшая дочка спала очень крепко. В приступе паники мать влепила ей пощечину. Девочка резко открыла глаза и заплакала. Хотя, когда горит дом и от пламени рушится крыша, какое кому дело до детских слез? Со временем семья построила новый дом. Жизнь понемногу налаживалась, а вот с младшей дочерью начали твориться странные вещи. Это напоминало болезнь, когда один симптом следует за другим. Сперва только шепот по ночам, на который жаловались остальные братья и сестры. Потом девочка отказалась обедать за общим столом. Ее видели на пруду. Опустив голову в мутную воду, она что-то вылавливала оттуда ртом. Спала она в песке, как змея, и часто рассказывала незнакомым людям о черных деревнях, где в домах не горят огни, а горят люди, и агония их вечна. Родители не знали, что делать с дочерью. Отец отселил ее в сарай, чтобы не наводить ужас на остальных детей. Шептались, что девочка просто лишилась рассудка из-за пожара, но страшная тайна открылась намного позже. Тем летом возле их крыльца остановилась передохнуть старушка. Мать вынесла ей стакан воды. Завязался разговор. «Все хорошо. Живем как можем. Детей воспитываем», — говорила мать, но под внимательным взглядом пожилой женщины не выдержала и рассказала ей все о дочери. Старушка нахмурила брови. «Ты разве не знаешь, что нельзя будить спящего резко?» Мать развела руками. Она хотела что-то сказать, но последняя фраза пожилой женщины надолго лишила ее дара речи. «Так вот, не удивляйся теперь, ведь разбудила-то ты не свою дочь». Порча на след. Автор Эрнеста. Источник сайт Фостор.ру. Виктор мужик был простой, хоть и полковник. Если выпадала свободная минута, охотно копался в огороде. Дом был частный. Жена же его, Шура, развела кур. На работу она не ходила и целыми днями занималась хозяйством. Двоюродный брат моей бабки, Виктор, был военным и к 40 годам имел звание полковника. Отслужив в Германии какое-то время, он вместе с женой Шурой вернулся в город, Волгоград. Жить стали в родительском доме. Отец и мать его к тому времени уже умерли, а детей у супругов не было. Вот именно из-за кур и начался кошмар в жизни супругов. В каждом дворе кур помечали. На лапку привязывали определенного цвета ленточку, чтоб не путать, так как птица свободно разгуливала по всему частному сектору, только к вечеру возвращаясь в родной курятник. И вот однажды забрела Шурина несушка в соседский двор. Шура тут же к соседке. «Тань, отдай мою курицу. Вон, видишь, с красной ленточкой на ножке». Танька нагло ухмыльнулась. «А полоумила, что ли? Где ты свою-то увидала? Здесь только мои. Да вон, смотри же, у твоих белые ленточки, а одна с красной. Моя, значит, быть. А ну, убирайся отсюда. Спорить со мной решила. Так забирай свою курицу. Только смотри, пожалеешь еще.
Слезами умываться будешь. На коленях приползешь, а только не поможет тебе это». И с этими словами Танька изловила несушку и кинула Шуре в руки. Шура испытала радость победы, а местные бабы только головами качали. «Зря ты это затеяла, жди теперь беды. Танька-то с самим чертом дружбу водит, да и баба она злая, поганая». Только Шура верила в абсолютно другое – светлое будущее коммунизма и товарища Ленина. А вся эта магическая ерунда для глупых баб, коим она себя не причисляла. Не прошло и месяца, как заболели у Шуры ноги, а дальше только хуже. Стала передвигаться на ногах с большим трудом. Виктор имел большие возможности и хорошие знакомства, поэтому возил любимую жену по лучшим врачам и профессорам даже в Москве, у светила какого-то были. Диагноз поставить никто не мог. Молча разводили руками. Во всех заключениях значилось «здорово». Только при этом Шура совсем не ходила, ноги парализовала окончательно. Далее от лица Виктора. Возвращался я домой и вижу у калитки нашу соседку Таню. Смотрит на меня и говорит: «Что жена твоя, не ходит?» «Нет, совсем ноги отказали. Сколько ее возил по разным врачам, а толку нет. И не будет. Это я след у нее взяла, за курицу наказала. Так ей передай». И просил и умолял я соседку пожалеть Шуру. А она в ответ только рассмеялась. «Сделанного назад не воротишь. До конца жизни так и просидит Шурка твоя. Раз врачи помочь не могут, решил я, к колдуну нужно обратиться. За такие мои действия с работы полететь мог, как гадалки не ходи». Но здоровье жены было для меня на первом месте. Не буду говорить как, но нашел я белого колдуна, одного из лучших. Было ему на тот момент лет под 100, очень старый. Тая не успел открыть, а дед и говорит: «Зря пришел, не могу я твоей жене помочь. Порчу ей на след сделали, соседка ваша. Порча на след – одна из самых трудных, а это еще и сделано по-хитрому. Ежели я сниму порчу с твоей жены, то она на другого невинного человека перейдет. Не могу я этого позволить, понимаешь? Тот, кто сделал порчу, большой силой обладает, знал, что творит». Шура так и не ходила до конца своей жизни, а бабушкин двоюродный брат Виктор всю жизнь заботился и ухаживал за своей женой. Постскриптум. 10 месяцев я уже ходила. Гуляли со мной родители возле кинотеатра «Строитель». Мама за одну руку держала, папа за другую. Так мы и топали себе по дорожке. Строители собирались делать ремонт. Песок, щебень, еще какие-то материалы были выгружены тут и там. Песок растаскали, и дорожка местами утоптана в нем. Я радостно шагала, впечатывая каждый шаг, оставляя следы на песке. В какой-то момент мама заметила, что сзади, на небольшом расстоянии, за нами идет старушка. Куда мы, туда и она. А мы ходили своеобразными зигзагами, потому что рулила я. Повернув в очередной раз голову назад, мама увидела, как бабка низко нагнулась над моими отпечатками ножек. Уже было подцепила песок каким-то предметом, похожим на нож. Левой рукой она поближе поднесла тряпку. Мама закричала и кинулась на бабку. Та, оставив свое занятие, резко побежала прочь. Вот уже столько лет мама нет-нет да вздохнет. А если б я тогда не успела? Благословенный вызов. Автор Яр. Источник сайт ВКонтакте. Еще одна история, которая слово в слово взята из «Злого медика». Уверена, она вам придется по душе. Она добрая и грустная. Те, кто считает, что скорая, романтика и вечные гонки со смертью, сильно заблуждается. Это бумажная рутина. Постоянная ругань в стационарах с врачами приемных отделений. Нехватка препаратов. Отсутствие нормальных условий труда, раздраженность и неврозность. Кто-то думает, что скорая помощь не должна спать ночью, а обязана сидеть и ждать вызова и мчаться на него с мигалками и сиреной по первому зову. Поначалу так и есть. Чуть позднее понимаешь, что ты сам тоже не железный.
Да и действительно, скоропомощных вызовов процентов 5 из всей массы. А так вызывает мама на то, что ее ребенок икнул во сне, и бригада приезжает в 3 ночи. Будет ребенка, осматривает, говорит маме, что все в порядке. А утром сообщает, что пришла жалоба на эту бригаду из-за того, что мама не может успокоить ребенка, разбуженного скорой. Или бабушки, которые страдают бессонницей и вызывают померить давление, снять ЭКГ и просто пообщаться. 1 час ночи. На подстанции тихо. Кто-то спит, кто-то решился на легкий ночной перекус. А в соседней комнате слышен звук шлепающих по столу карт. Только что приехав с вызова, мечтаешь лишь о хоть коротком, но все же сне. И понимаешь, что пока рано. Сначала дописать карту вызова, пополнить ящик, дойти до старшего врача, выслушать ее крик, снова дописать карту и уже тогда лечь вздремнуть. Эта ночь похожа на все предыдущие. Давление из-за того, что бабушки не хотят покупать таблетки в аптеке, у скорой бесплатно и вкуснее. Пьяные на улице, у которых плохо с сердцем. Молодежь с температурой, просящая больничной. А узнав, что мы не даем их, делает круглые глаза и говорит, что мы же одна служба с поликлиникой. Или того хуже, начинает ругаться и распускать руки. Приехав от очередного деда с ранкой на пальце, который порезался, когда резал хлеб, и вызвал бригаду, чтобы его перевязали. Проклиная все на свете, сдаю карту, зайдя в комнату, допиваю уже остывший чай одним глотком и заваливаюсь спать. Хотя сном это сложно назвать, скорее полудрема. 5:30 ожил селектор и объявил номер моей бригады. Мать вашу, какого хрена им надо опять? Вставая, глядя на часы, произношу я: на часах 3:11. Подхожу к диспетчерской, смотрю повод. Человеку плохо. Матерясь, спускаюсь в машину, один из самых паршивых поводов. Под этим плохо скрывается. От занозы в пальце до клинической смерти. Водитель уже завел и греет мотор. Куда? Беретинская, 12, частный дом. Опять искать, что за люди? Водителя понять можно. Беретинская – это частный сектор. Дома в нем расположены в хаотичном порядке. И чтобы найти нужный, приходится кружить иногда и по часу. Внимательно осмотрев карту вызова, вижу, что кроме адреса и повода нет никаких данных. В надежде, что это очередной ложняк, забываешься коротким сном. Приехали. Голос водителя вытаскивает тебя из объятий Морфея. Беру кардиограф, ящик и плетусь к дому. Свет везде выключен, все в доме спят. Подойдя к калитке, слышу, проснулась собака и залилась громким лаем. В доме загорается свет, выходит мужик, лет 40. Кто тут шляется? Скорую вызывали? Нет. Беретинская, 12? Да. Точно не вызывали? Да, точно, я один живу. Тогда извините за беспокойство, кто-то пошутил. Да ладно, доктор, бывает. Возвращаюсь к машине. Загрузив все в салон, беру рацию. «Доктор!» Оборачиваясь на крик, ко мне бежит женщина в домашнем халате и с растрепанными волосами. «Доктор, это я вызывала. А почему адрес не тот сказали?» «Да, понимаете», — замялась она. «Ладно, это потом, что случилось?» «Там муж плохо, побледнел». «Вашу мать!» Ругаясь про себя, хватаю ящик и кардиограф. «Куда идти?» «Сюда, доктор». Ведет по какой-то тропинке. Подходим к дому. Он мне показался странным, но сколько домов и столько странностей вообще в жизни. Поэтому, не зацикливая свое внимание на этом, захожу в дом. На кровати лежит мужчина, лет 50-55, бледный, как мел. Пытается что-то мне сказать. Не до этого. Меряю давление, 50/10. Вашу мать. Мозг еще только начинает соображать, а руки уже все делают. Катетер, система, физраствор. Уже не капаю, лью. И не просто лью, а в 2 вены. Засунул руку в карман, понимая, что оставил телефон на подстанции. «Дайте ваш телефон, пожалуйста». Обращаюсь к жене. «Доктора у нас нет, а у мужа тоже». «Ладно, сейчас немного подниму давление и до машины схожу, по рации вызову. Так, а пока давайте запишем данные вашего мужа. Фамилия, имя, отчество. Петров Аркадий Валерьевич.
полных лет, 56, где постоянно проживает. Здесь, Беретинская, 16. Работает? Да, городская станция скорой медицинской помощи. В мыслях тут же проскакивает. Свой. Кем? Врач-кардиолог. Один флакон физа закончился. Меряю давление. 80/40. Слава богу. Подключаю третий флакон, начинаю опрос. Что с вами случилось? Да толком понять не могу. Спал, вдруг проснулся от сильного жара. Удушье какое-то непонятное. Будто дышишь дымом. Жена проснулась, закричала. А такое раньше бывало? Нет, правда, однажды я такое ощущал, когда попал на пожар. Так вот, ощущения были точь-в-точь такие. А как у вас с давлением? Да, как и у всех в моем возрасте. Гипертоник я. Между делом распутываю кардиограф, накладываю электроды. Режим не двигаемся и не разговариваем. Раздается мерное жужжание кардиографа. Смотрю на пленку. Гипертрофия левого желудочка. Рубец от давнего инфаркта. И более ничего. Чем болели? Да и что вас спрашиваю, сам уже всю процедуру знаете. Инфаркт был 5 лет назад, а более ничего серьезного. Чем-то свое состояние связать можете? Нет. Проверил сатурацию, 94, почти норма. Да и пульсоксиметры часто врут. Температура 36,5, померил сахар, 5,5. Что вчера делали? Да ничего такого, суток пришел, поспал, дела сделал, да и лег спать. Диурез, стул. Нормально, сам не понимаю чего-то. А рвоты с кровью не было? Да что вы, да и сам уже давно не зеленый. Было бы что-то, так и бригаду бы вызвал. А вы что скажете, поворачиваясь к жене? Как все произошло? Чего началось? Кто скорую вызвал? Да проснулась из-за него, захрипел во сне, побледнел. Я бегом к соседям, вас вызвала. Ясно. Убираю второй флакон, меряюсь. 90/60. Облегченно вздыхаю. Слава богу. Так, я сейчас до машины по рации спецов вызову, а вы за ним следите. Не надо, заговорил больной, сам справлюсь. Как это не надо? Очень даже надо. Просто раньше вызвать не мог. Телефон на подстанции забыл. Не надо, я и отказ подпишу. И все нормально будет. Возвращайтесь на подстанцию и ложитесь спать. Вам и так еще карточку писать. Вот и третий флакон закончился. Но вы же сами понимаете, что я обязан. Никому ты не обязан. Это мы тебе обязаны, что работаешь в 03. Зная, что денег в медицине нет. Пошел именно в эту профессию. Да и еще и на скорую. Так что давай карточку, убирай катетеры и поезжай с миром. Если возникнут проблемы, позвони старшему с центра, она прикроет. Да и я замолвлю за тебя слово. Какой номер бригады? 56, но... Никаких но. Так, 56. Ну что ж, ясно, давай карточку. Протянул карту. Он подписался в 3 местах. Все, спасибо. Вы хороший фельдшер, спасибо и не работайте много. А вы не болейте. Но если что, сразу звоните, номер знаете. Хорошо. Собрал все свои вещи, попрощался и пошел в машину. Машина оказалась закрыта, водитель спит. Стукнул в дверь, щелкнул замок, загрузились, отзваниваясь. 56, мы свободны. Домой 56, 5:24. По дороге дописал карточку, диагноз только не выставил. Решил утром со старшим врачом посоветоваться. На подстанции также тихо. Диспетчер дремлет на кушетке. Я тихо подошел к компьютеру, поставил приезд и отправился в комнату спать. Просыпайся и иди в журнале наркоты подпишись. Надеюсь, ничего не тратил? Это пришла Эля. Она меняет меня. Хорошая девушка, правда, иногда вспыльчивая. Ты в одного? Не, сказали, что с санитаром. Ну и хорошо. Хоть будет кому ящик таскать. Ты машину помыл? Нет еще. Ну и забей. Сегодня все равно у нас мойка. Так что иди в журналах подписывайся и вали домой спать. В кабинете старшего врача не протолкнуться. Передают наркоту, передают дефициты. Подписываются за приход и уход. Записывают карточки. Те, кто не сделал это вечером. Я подписался за все и стал ждать.
когда старшая разберется с очередной карточкой. «Анастасия Павловна, подскажите, какой диагноз выставить?» Протянул я карточку старшему врачу. Тут ситуация вообще непонятная. Мужчина, 56 лет. Жалобы на жар и удушье. На момент осмотра давление 50/10. Да и, кстати, он кардиолог с центра. Она смотрит на фамилию и меняется в лице. Знаешь, с таким не шутят. Тон стал строгим. В смысле? Я ничего не понимаю. Не понимаешь? Я же сказала, что с этим не шутят. Да с чем? Да он не дал мне вызвать спецов, сказал, что сам справится. Ты что, действительно ничего не знаешь? Этот врач погиб год назад. Его дом сожгли кавказцы за то, что он не подставил им наркоту. Жена спаслась и вызвала от соседей пожарных и скорую, а сам он погиб, задохнулся от дыма. Его тело нашли в кровати, сильно обгоревшее. Я ничего не понимаю. Был вызов, был номер, было лечение, расход препаратов, подписи же есть в карточке, его подписи. Вот это и странно. Подписи стоят, и я знаю, что они принадлежат ему. И адрес тоже его. Но там только сгоревшие остатки дома. Наступило молчание. Мы оба не понимали ничего. Ладно, иди домой и выспись. Задумчивый я пошел в раздевалку, в голове была куча мыслей. И ничего не понятно. Начал переодеваться. Тут ко мне подошел фельдшер Игорь, работающий уже давно. Съезди на центр, спроси там Иларова. А что с ним? Приедешь и узнаешь, он завтра работает сутки. Переодевшись и собравшись, я пошел домой. Я не понимал ровным счетом ничего. Приняв душ и поев, я лег спать. Потом сделал свои дела и снова завалился спать, уже до утра. Выспавшись, я собрался и пошел на центральную подстанцию. Можно, конечно, было бы и доехать, но я хотел прогуляться. На подстанции я спросил Иларова. Он оказался на обеде. На кухне был всего один человек, ел тушенку из банки и запивал чаем. «Ты от Игоря?» Я кивнул. «Проходи, садись. Чай будешь? Давай». Он налил мне чаю, я отпил обжигающего напитка, по телу сразу пробежало тепло. Появилось какое-то умиротворение. Мысли стали куда-то убегать. Оставалась лишь ясность настоящего. Ездил на Беретенскую, 16. От голоса Игоря я вздрогнул. «Ага. Видел Аркадия? Рассказывай, как все было». Быстренько все рассказав, я закончил свой рассказ фразой. «Игорь сказал, что ты сможешь мне чем-то помочь». «Помочь вряд ли, но ты сказал, что спас его». «Ну, вроде того». «До тебя в течение последнего года туда ездило 3 фельдшера. Все ночью, и все работающие в одного. 2 спасли его, а вот у 3-го он умер. И что самое странное, у того парня, что не смог ему помочь, работа с того дня не заладилась. Каждую смену смерти, жалобы от пациентов, самые паршивые поводы. Мысли в голове походили на роль пчел. Я не понимал ничего. Что это значит, зачем он мне рассказал это? А теперь запомни. Голос Иларова вернул меня обратно. То, что ты видел, и то, что ты делал, все это был не сон. Скорее, это было видение, а если быть точнее, то благословение на работу. Тебе сказали, что ты сможешь справиться с любой ситуацией в одного. Но от помощи никогда не отказывайся. Именно так работал Аркадий Валерьевич. В этот вечер я сходил до того дома, и я вспомнил, что мне показалось странным. Ночью я видел обгоревший 2-й этаж. На камне около калитки было выгравировано: «Ты помогал всем, кому мог, но себе помочь у тебя не получилось». Положив около гравировки цветы, я увидел на калитке 2 одинаковых написанных мелом слова «Спасибо». Там же под калиткой я нашел и мелок, и также написал «Спасибо». С того дня прошло уже несколько месяцев. Но на что бы я ни попадал, совсем удавалось справиться самому. Спецы ко мне приезжали, конечно, но только после передачи телеметрии. И каждый раз, сдавая сложного пациента, я вспоминаю тот вызов. И каждый раз в голове всплывают те 3 написанных мелом «Спасибо».